Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Бэрон выходит из комнаты на собеседование, Дилан готовится принять душ, и они отправляются на ужин. Ганусииту звонит Тахсин и говорит, что он нашел некоторую информацию. Госпожа Сабиха теряет терпение и идет к двери Сейтбея. Дилан одевается в белое платье и завязывает в волосы красную ленту. И когда она встречает Бэрона, Баран замирает перед ее красотой. В их комнату принесли еду, Бэрон тянет стул Дилана. Пока они с любовью смотрели друг на друга за ужином, Бэрон, я думал, с того момента, как впервые увидел тебя, мы изменили ход нашей истории, полюбив друг друга. Потом я оставался без тебя 3 месяца, потом я оставался без тебя, когда был с тобой, но я не мог налюбоваться тобой, глядя на тебя с любовью, мы встретились с тобой на одном дыхании. Дилан говорит Барану, твоя любовь просветила мой мир, зло теперь осталось позади, мы связаны с тобой вечной любовью. Пока Ферат и Гуль находятся у дверей особняка, они слышат, как госпожа Азади ругает Гэжу Кадер за Гуля. Пока Гэжи Кадер становится все хуже, к ним приходят Гуль и Ферат. Госпожа Кадер теряет сознание, когда видит Гуля и Ферата в этой одежде. Пока Гуль и Ферат пытаются разбудить госпожу Кадер, госпожа Азади просто наблюдает. Бэрон и Дилан едят, а официант приходит и забирает еду. Бэрон развязывает ленту на волосах Дилан, нюхает и ласкает ее волосы. А затем он обнимает ее за талию сзади, и Дилан удовлетворенно улыбается. Затем они танцуют под музыку, которую Баран включил на своем телефоне. Они оба очень счастливо танцуют с легкой улыбкой на лицах и часто сближаются. Когда музыка заканчивается, Бэрон говорит «Я люблю тебя, Дилан Коробей», и Дилан отвечает. И когда Бэрон отводит ее к кровати и говорит «Ты моя навсегда», Дилан отвечает «Я твоя навсегда». Ночью утром Бэрон просыпается, целует и ласкает Дилана, пока он спит. Когда Дилан просыпается и спрашивает «Ты не спал?», Бэрон отвечает «Я не спал, я наблюдал за тобой». Когда Дилан смущается и пытается убежать, Бэрон говорит «Убежать некуда, давай здесь точка». Госпожа Азади очень боится того, что случилось с Гэжой Кадер. Когда Бэрон говорит, что ты разговаривал во сне, Дилан спрашивает, это так или что я сказал? Бэрон говорит, я не понял, но ты улыбался и выглядел счастливым. Баран говорит слова, полные любви, и говорит, что твои глаза такие красивые, не скучай по мне, ты моя самая красивая мечта. В то время как Дилан говорит, никогда не переставай любить меня так, это здорово, когда тебя так любят, Бэрон говорит, ты совершенно другая женщина, и целует ее в лоб. Когда Бэрон хочет подойти поближе, Дилан смущается и встает с кровати, говоря, я голоден. Она улыбается себе в зеркало, мечтая о прошлой ночи в раковине. Гуль приводит Ферата, Джихана и Гэжу Кадер из больницы. Когда господин Кудрет спрашивает, что случилось, Гуль объясняет, что у него случился сердечный спазм. Когда госпожа Азади велит Гэжи Кадер оставить дела сегодня на работе, пойти в свою комнату и отдохнуть, господин Кудрет и остальные одобряют это. Когда господин Кудрет говорит, давайте найдем вам помощника, пожалуйста, не утомляйте себя слишком сильно, госпожа Кадер смущается и говорит, в этом нет необходимости, сэр. Когда Бэрон рассказывает Дилану, что он делает и почему, Дилан рассказывает ему, как ведет себя Бэрон. Когда Гуль и госпожа Ферат Кадер спустились от нее, госпожа Азади спросила, почему она одета в этот наряд. Джихан ответил, я пригласил ее на свадьбу моего друга, и она сразу же пришла. Бэрон и Дилан планируют, какой подарок они принесут по возвращении в особняк. Ферат приходит в комнату Джихана и благодарит его за то, что он сделал. Госпожа Сабиха стучится в дверь Сейтбея, но затем, когда она думает о том, что Ханифе сделала с Диланом, она думает, что не скажет правду и уходит. Мисс Ханифе выходит, смотрит, думает, что дети совершили набег, и возвращается. Бэрон и Дилан покупают небольшие подарки для жителей особняка.
Пока они готовятся, господин Кудрет звонит им и напоминает, что у Дерии слушание, а Баран говорит, что завтра они будут в Стамбуле. Господин Хасан разговаривает с Нихатом. Когда Нихат говорит, что они путешествуют как туристы, Хасан ругает его, прося узнать, почему они приехали сюда. Когда Ханифе возвращается с рынка, перед ней появляется Сабиха и помогает ей с сумками. Когда Беран хочет приблизиться к Дилану, а Дилан снова пытается убежать, Баран держит его за руку и говорит: «Ты снова убегаешь». Пока Гуль Мутфак думала о том, как госпожа Кадер потеряла сознание, госпожа Азади подошла и сказала: «Не думайте, что я поверила тому, что сказал мне Джихан, будьте осторожны, это мое последнее предупреждение для вас», и, уходя, она звонит Гэжи Гуль Азади. «Что бы ты со мной ни делал, я буду молчать и терпеть, но не мучай мою мать, держись от нее подальше, она всегда была рядом с тобой, до сих пор», не говоря «блядь», она спрашивает: «Нет, ты когда-нибудь об этом думал? Неужели у тебя нет совести?» Тем временем Ферат тайно их подслушивает. Госпожа Азади уходит, не ответив на слова Гуля. Дилан очень взволнован, потому что, возможно, до встречи с мамой остались часы, и Беран говорит: «Ты встретишь меня, давай не опаздывать», и они выходят из комнаты. Когда Ханифе настаивает на том, чтобы предложить Сабихе кофе, они заходят внутрь. Пока Цеврия лежит в гостиной, к ней приходит Сабиха и спрашивает, как у нее дела, они немного разговаривают о детях. Когда госпожа Ханифе приносит кофе, госпожа Сабиха говорит, что не видела фотографии Дилана, и уклончиво отвечает, что взяла их все, когда выходила замуж. У Джавдета и Сиита есть новости, которые обрадуют Дилана. Дилан и Баран приходят к бабушке Уммахан, и Дилан говорит: «Я Дилан», как только двери открываются. А бабушка обнимает Дилана и плачет, говоря, что значит «ты жив». Пока Ханифе просматривала фотографии Джавдета и Зюмрута, она нашла фотографию, и когда она прочитала записку под фотографией моему брату Сииту, которому я обязан своей жизнью, ей на мгновение стало плохо. И он тут же уходит со словами: «У меня встреча, мне пора идти». У двери он пытается преодолеть шок, говоря, что Хикмет и Сеид – друзья. Когда Ферат говорит, что мы поженились, но до сих пор живем в отношениях, давайте всем расскажем, Гуль говорит, что сердце моей матери не выдержит этого, и давайте сохраним это, пока ей не станет лучше. Госпожа Сабиха рассказывает Хевину, что она узнала. И он говорит, что не остановится, пока не узнает все факты. Дилан Уммахан слышит из уст бабушки, как грустна ее мать. Он говорит, что раньше у него была работа, и он скрывал, как и где защитить себя. И он сказал: «Он купил нам этот дом и не отрывал от нас руки, пока мой сын не закончил школу». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.